Сегодня хотелось бы вам представить хай-файную модель в ассортименте фирмы Audio-Technica AT-LP5X. Аппарат имеет прямой привод, от которого покупатель ждет более динамичное, сочное звучание, чем у пасековых собратьев. Стол изготовлен отнюдь не легким, да и выглядит вполне надежно. Двигатель постоянного тока имеет стартовый крутящий момент в 1,6 кг на сантиметр. Прямоугольный комбинированный корпус стола. Трубка тонарма по-прежнему имеет J-образный изгиб. Для компенсации скатывающей силы используется система магнитного антискейтинга. На самом деле, в новой модели плоский shell AT-HS10 изменили на эргономичный AT-HS6, а предустановленный картридж AT-VM95E имеет более жесткий и низкорезонансный корпус, который не только обеспечивает более высокую отдачу, но также расширяет и лучше контролирует высокочастотную характеристику. Кроме того, покупатель имеет возможность произвести замену не всего картриджа, а только иглодержателя, поскольку вся серия 95 является взаимозаменяемой. Переключатель скорости получил дополнительную частоту вращения в 78 оборотов в минуту. При этом надо обратить внимание, что на той игле, с которой поставляется проигрыватель, вы не можете слушать пластинки из твердого, но хрупкого шелака. Для этого придется докупить иглодержатель AT-VMN95SP или shell с головкой. Кроме того, Audio-Technica оснащает аппарат дополнительными технологиями, и первая из них — это встроенный фонокорректор. Он поддерживает оба типа картриджей. Полосковый переключатель MMMC стоит на задней панели. Встроенный модуль фонокорректора можно отключить при помощи расположенного на задней панели селектора фона Line. В этой модели также встроен аналого-цифровой преобразователь с выходом через порт USB типа B для подключения к компьютеру. Конвертер работает посредством программного продукта Audacity, предоставляемого на диске в коробке с аппаратом. Поддерживаемые форматы цифрового аудио, в которые можно преобразовать аналоговый источник PCM, 16 бит, несущая частота 44,1 кГц, как у диска CD, а также 48 кГц. Заметим, что конструктивно выходы USB и RCA фоноамп установлены на некотором расстоянии друг от друга, что призвано снизить высокочастотный шум. Проигрыватель получил внешний 12-вольтовый блок питания. Это решение уменьшило воздействие от источника электромагнитного шума на чувствительную зону воспроизведения. По-прежнему Audio-Technica проста в настройке. Вынув корпус из упаковки, все, что вам нужно сделать, это аккуратно положить алюминиевый опорный диск на шпиндель, установить и затянуть headshell с уже смонтированным на фабрике картриджем и выставить противовес на рекомендуемые 2 грамма. Довернуть смещение антискейтинга на то же значение, и музыка может заполнить вашу комнату прослушивания. Итак, если у вас ограниченный бюджет и вы не можете сразу позволить себе внешний фонокорректор, а может из-за нехватки места предпочитаете использовать встроенную модель, тогда LP5X идеален. А также, если вы хотите копировать винил в цифровые файлы, LP5X опять подходит. Или, если вам нравится идея быстрой переустановки головки, просто сняв shell, LP5X снова для вас. А может, вас пугают сложности с заменой стилуса в картридже, то LP5X предлагает это сделать на раз, два, три. Короче, если вам нужен недорогой, качественный проигрыватель с прямым приводом, обеспечивающий тональный баланс и уверенное звучание низких частот, LP5X — ваш выбор. В том случае, если вы пока еще раздумываете купить этот или другой подобный проигрыватель, то переходите по ссылке, указанной под роликом.